Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будет так немножко воды, обращение от Aegis. Обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, и если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А вот теперь поехали. Приветствую вас на открытой трансляции Aegis. Меня зовут Альба Тессера, и я рада, что вы решили уделить мне время. Как вы все уже знаете, агентство трех сверхдержав Aegis официально возобновило деятельность. В работе нам поставлены две основные задачи. Во-первых, научиться лучше понимать расу торгоидов. Во-вторых, разработать новые технологии для военных и научных целей. За прошедшие годы агентство Aegis пользовалось широкой поддержкой в центральных системах, за что мы были и остаемся благодарны. Но мы не должны закрывать глаза на проблему, из-за которых проект Aegis был закрыт в прошлом году. Успехов в будущем невозможно добиться без признания ошибок прошлого. Мы признаем, что под конец своего первого воплощения в Aegis наблюдалась халатность и ошибки в административных процессах. Я также сожалею об отсутствии явных достижений в последние годы. Поэтому мы упростили процедуру, одобрения и общую бюрократическую работу и сделали их более эффективными. Меня заверили, что Aegis даны полномочия оперативно и решительно реагировать на угрозы со стороны торгоидов, а исследовательские проекты, которые наш персонал сочет приоритетными, будут начинаться, не дожидаясь одобрения сверхдержав. Для Aegis в его новом воплощении были сформированы четкие указания, которые не дадут нам излишне полагаться на независимых пилотов, хотя эти самоотверженные люди по-прежнему играют жизненно важную роль. Теперь мы делаем все, чтобы они работали вместе с Aegis, а не вместо него. Мы допускали ошибки, и теперь должны их исправить. Другие трагические события были намеренно спланированы извне. Я настояла, что должны быть приняты все меры, чтобы предотвратить попытки во второй раз подорвать деятельность проекта Aegis. В целом, Aegis достиг немалых успехов с помощью экспертов от Альянса, Федерации и Империи, и теперь нам пора вновь доказать, что вместе мы можем добиться еще большего. Что же представляет из себя Aegis в настоящий момент? Я очень рада, что в этом проекте у меня есть возможность работать совместно с делегациями от сверхдержав. От Альянса с нами сотрудничает заместитель премьер-министра Анджела Каркаран. Со стороны Федерации нам очень помогает своими знаниями конгрессмен Том Гиллеспи. И, конечно, для нас большая честь приветствовать в наших кругах принцессу Айслинг Дюваль, которая представляет интересы Империи. Первую, новую разработку мы представили уже вскоре после возвращения Aegis. Сегодня все пилоты, которые работают в опасных зонах, могут оснастить корабли антикоррозийным отводом, на время защищающим их от воздействия едких веществ. Команда разработки Aegis взяла за основу теорию, предложенную Петрой Алмановой, и совместно с нашими техниками быстро создала успешный прототип. Не так давно отважные пилоты, которые исследуют торгоидские вихри, получили доступ к нейтрализатору импульсов. Он позволяет проникнуть в ядра вихрей, в каждом из которых обнаружился торгоидский титан. Теперь мы можем с уверенностью утверждать, что эти корабли-матки управляют силами вторжения торгоидов, и Aegis работает над способами им противодействовать. Я всегда верила, что Aegis — это в первую очередь научный проект, а затем уже программа военных исследований. Признаюсь, что и сама мечтала однажды установить настоящий диалог с торгоидами, но, увы, в последние несколько месяцев они нам намекают, что не заинтересованы ни в каком диалоге с человечеством. Миллиарды людей были вынуждены покинуть свои дома и родину, и мы обязаны сделать все, чтобы они могли без опаски смотреть в будущее. Итак, мы переходим к задачам, которые нам предстоит решить. Что может сделать Aegis, чтобы гарантировать человечеству победу над армией торгоидов? Как я уже упоминала, на данный момент нам крайне важно иметь больше информации о титанах, поэтому мы ведем активную совместную работу, чтобы поскорее модифицировать ксеносканер профессора Палина. Техники Aegis ищут способы, как с его помощью добывать ценные данные о титанах. Уверена, что совсем скоро смогу рассказать вам подробности. Наши аналитики подтвердили подлинность сообщений,
о новой торгоидской технике, как наземной, так и космической. В этом вторжении торгоиды используют новую тактику, выдергивают корабли из гиперкрейсерского режима, оккупируют населенными людьми системы и так далее. Опасность растет, и Aegis нужно научиться как следует предвосхищать дальнейшие изменения, чтобы враг не мог застать наши войска врасплох. И, наконец, я хочу обратиться к командирам Федерации пилотов. Позвольте выразить вам благодарность и уважение от лица каждого члена семьи Aegis. Вы не представляете, сколько значит ваше упорство и профессионализм в защите человечества от торгоидской агрессии. Ваши заслуги невозможно переоценить. Огромное спасибо всем вам. Aegis — это символ сплоченности людей перед лицом врага. Этому принципу следуют все три сверхдержавы, и только совместными усилиями мы сможем победить. Я смотрю в будущее с надеждой и не опускаю руки. Ну вот как-то так. Такое вот большое длинное обращение. Если вы не знаете, где найти это обращение, то, пожалуйста, вкладочка «Журнальчики», где у нас всегда это дело и было. Получили, я думаю, это обращение все игроки. Не только те, кто участвовал в скрытых целях сообщества, такие были давно. А говорить еще у меня много воды, видеотекст писал не я, это сделали фронтиры. И из всего этого что нам ясно? То, что работы будут вестись, все будет лучше, все будет хорошо, будем превозмогать и так далее. И в скором времени получим очередной, в гигантских кавычках, новый модуль, который нам позволит просканировать торгоидский титан. А зачем нам его сканировать? Конечно же, чтобы получить новые данные, но помимо данных есть еще различные товары, которые появились относительно недавно. Вы их сейчас нигде не можете найти, кроме в настройках торговли болтоносца. В разделе «Спасенное имущество». Неполный образец ткани пасти титана, неполный образец ткани титана и так далее. Пока мы это не можем получить, но в скором времени сможем. Там еще будут, наверное, новые исследовательские дроны, которые позволят взять соскоб с этого гигантского корабля торгоидов. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасно. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.